Привет, Арми. Никто не ожидал, что саундчек BTS превратится в самый обсуждаемый момент всего вечера. Тысячи фанатов уже кричали на стадионе, когда внезапно Тэхён подбежал к Чингуку и прыгнул ему на спину прямо перед всеми. Толпа мгновенно взорвалась аплодисментами. По всему стадиону разлетелись телефоны, фанаты пытались запечатлеть этот шокирующий момент в прямом эфире. Но что заставило Арми полностью потерять контроль, так это не только Тэхён и Чингук, это была реакция других участников. RM выглядел совершенно ошеломленным. Чимин не мог перестать смеяться, а выражение лица Джина мгновенно стало вирусным в социальных сетях за считанные минуты. Даже персонал возле сцены выглядел застигнутым врасплох. Теперь фанаты повсюду пересматривают этот ролик снова и снова, пытаясь понять, что же на самом деле произошло между ними в тот неожиданный момент перед официальным началом концерта. Энергия на стадионе полностью изменилась после этого неожиданного момента. Обычная проверка звука внезапно, за считанные минуты, стала центром внимания на всех фанатских видеозаписях, прямых трансляциях и в социальных сетях. Еще до официального начала концерта фанаты в толпе кричали громче, чем во время выхода на сцену. Атмосфера была хаотичной в самом лучшем смысле этого слова, словно никто в зале не мог поверить своим глазам. Тэхён и Чингук продолжили двигаться по сцене после момента, когда их несли на спине, но реакции окружающих только усилили напряжение. RM несколько раз обернулся с шокированной улыбкой на лице, а Джей Хоуп, казалось, не мог сдержать смех. Чимин указал на них, наклонившись вперед от смеха, и ошеломленная реакция Джина мгновенно стала одним из самых популярных видеороликов среди фанатов, снимавших происходящее с передних рядов. Шуга, который обычно оставался спокойнее во время репетиций, тоже улыбался, наблюдая за всем происходящим перед тысячами кричащих ARMY. Что сделало этот момент еще более значимым, так это его неожиданность. Не было никаких подсказок для выступления, никакой хореографии и никаких запланированных сценических эффектов в тот самый момент. Участники просто ходили по стадиону во время саундчека, непринужденно общаясь с толпой, когда внезапно весь стадион взорвался аплодисментами после того, как Тэхён без предупреждения прыгнул на спину Чингуку. Фанаты у ограждения закрывали рты от шока, а другие чуть не уронили телефоны, пытаясь четко запечатлеть этот момент. В течение нескольких минут видео с разных ракурсов начали распространяться по всему интернету. Некоторые ролики были сосредоточены непосредственно на улыбке Тэхёна, держащего Чингука, в то время как другие крупным планом показывали реакцию RM, Чимина, Джина и Джей Хоупа на заднем плане. Фанаты тут же начали спорить, какой ракурс был самым хаотичным, потому что каждая запись запечатлела совершенно разные эмоциональные реакции, происходящие одновременно. В одном ролике толпа кричала так громко, что звук искажался. На другом видео видно, как сотрудники возле сцены внезапно поворачиваются к участникам с удивленными лицами, когда стадион взрывается от шума. По мере появления новых видео, фанаты начали замечать мелкие детали, которые многие пропустили при первом просмотре. Чингук выглядел совершенно расслабленным, неся Тэхёна по сцене, словно этот момент произошел естественно и без колебаний. Тэхён, тем временем, выглядел полностью осведомленным о реакции толпы, смеясь, пока тысячи фанатов кричали вокруг них. Химия между участниками во время репетиции мгновенно стала одной из самых горячих тем в интернете, особенно потому, что моменты саундчека обычно раскрывают самую искреннюю сторону BTS перед началом официальных выступлений. За пределами стадиона фанаты, которые не смогли присутствовать на концерте, начали массово искать в социальных сетях более четкие видеозаписи. Хэштеги, связанные с Тэхёном и Чингуком, быстро набирали популярность, поскольку все больше фан-аккаунтов перепостили замедленные видеоролики, подборки реакций и увеличенные скриншоты со сцены. Некоторые фанаты назвали этот момент самым ярким событием всего дня, еще до официального начала концерта. Другие утверждали, что реакция участников сделала ситуацию еще более незабываемой, потому что никто на сцене не выглядел готовым к тому, что внезапно произошло. Эмоциональная атмосфера внутри зала после этого только усилилась. Каждый раз, когда Тэхён и Чингук снова проходили рядом друг с другом во время саундчека, толпа тут же реагировала громче, чем раньше. Фанаты внимательно следили за каждым движением, надеясь на еще одно неожиданное взаимодействие.
Даже простые моменты внезапно стали казаться важными, потому что весь стадион оставался эмоционально заряженным после того, как стал свидетелем сцены, развернувшейся прямо перед ними. По мере того, как солнце медленно садилось над стадионом, а свет вокруг сцены становился все ярче, ожидание самого концерта достигло своего пика. Это вывело атмосферу на новый уровень. Однако, несмотря на все предстоящие выступления, фанаты больше всего говорили именно об этом моменте саундчека. Он был спонтанным, хаотичным, эмоциональным, и его невозможно было игнорировать. Для многих ARMY, находившихся на стадионе, это уже не было похоже на обычную репетицию. Они словно стали свидетелями редкого момента из жизни BTS, который будет распространяться по интернету еще долго после окончания концерта. По мере приближения официального начала концерта атмосферу на стадионе стало почти невозможно описать. Фанаты уже не просто ждали выступлений. Все были эмоционально захвачены моментом саундчека, который полностью захватил стадион. На огромных экранах стадиона продолжали мелькать кадры репетиций и фотографии толпы, но, казалось, внимание зрителей было сосредоточено только на одном – Тэхёне и Чингуке. Больше всего многих фанатов удивило, как быстро этот момент распространился за пределы стадиона. Видео, записанные всего несколько минут назад, уже появлялись повсюду в интернете, привлекая огромное внимание еще до официального открытия концерта BTS. Некоторые видеоролики мгновенно набрали невероятный отклик, потому что фанаты постоянно пересматривали реакции участников на заднем плане. RM, закрывающий лицо руками от смеха, Чимин, отворачивающийся в недоумении, и Джин, выглядящий совершенно ошеломленным, стали одними из самых обсуждаемых скриншотов вечера. Эмоциональное воздействие в толпе было еще сильнее вживую. Фанаты, сидевшие возле расширенной сцены, описывали уровень шума как ошеломляющий в тот момент, когда Тэхён обнял Чингука за спину. Многие признались, что совершенно забыли продолжать запись, потому что момент произошел слишком быстро. Другие говорили, что реакция на стадионе была громче, чем на некоторых реальных концертах. Даже сотрудники службы безопасности у ограждений на мгновение повернулись к сцене, услышав внезапный взрыв эмоций в толпе. По мере появления в сети все большего количества фанкамов, зрители начали внимательно анализировать каждую секунду. Некоторые заметили, как Чингук инстинктивно крепко обнимал Тэхёна, продолжая при этом естественно двигаться по сцене. Другие сосредоточились на выражении лица Тэхёна, утверждая, что он выглядел совершенно беззаботным, в то время как весь стадион вокруг них потерял контроль над собой. Сочетание комфорта, спонтанности и хаоса сделало момент невероятно личным, несмотря на то, что он происходил на глазах у тысяч людей. Между тем, другие участники, сами того не подозревая, еще больше подлили масло в огонь вирусной вспышки. Неудержимый смех Джей-Хопа стал главной темой обсуждения, потому что фанаты посчитали, что его реакция точно отражала чувства публики в тот момент. Спокойная улыбка Шуги также привлекла внимание, потому что многие фанаты отметили, как редко можно было увидеть его явно реагирующим во время репетиций. Казалось, каждый участник был искренне впечатлен, что сделало атмосферу еще более аутентичной, чем постановочной. После этого эмоциональное напряжение на стадионе продолжало нарастать. Каждый раз, когда свет слегка приглушился, фанаты кричали, думая, что BTS вот-вот официально начнут концерт. Но даже во время этих пауз разговоры по всему залу продолжали возвращаться к тому же неожиданному моменту саундчека. Некоторые фанаты еще до начала самого шоу называли это одним из самых незабываемых моментов всего тура. В сети ситуация еще больше обострилась. Фан-монтажи с драматической музыкой, замедленными кадрами и эмоциональными подписями заполонили ленты новостей повсюду. Некоторые ролики были полностью посвящены реакции толпы, потому что крики внутри стадиона звучали почти нереально. Другие создавали видео с разделенным экраном, сравнивая реакции участников, превращая этот момент в вирусное обсуждение на различных платформах за считанные часы. Что сделало все еще более эмоциональным, так это время. Фанаты долго ждали возможности снова увидеть BTS вместе на такой огромной сцене, и подобные моменты напомнили многим ARMY, почему их связь продолжает так глубоко отзываться в сердцах зрителей по всему миру. Взаимодействие длилось всего несколько секунд, но создало настолько мощное ощущение, что доминировало всю ночь еще до начала исполнения одной официальной песни.
Когда темнота наконец полностью окутала стадион, тысячи светящихся палочек осветили площадку, словно волны движущихся звезд. Ожидание достигло своего пика. Толпа кричала каждый раз, когда мигали сценические огни, но за всем этим восторгом было ясно одно: еще до того, как BTS исполнили свою первую песню, Тэхён и Чингук уже создали момент, о котором все будут говорить еще долго после окончания концерта. К тому моменту, когда на гигантских экранах стадиона наконец появилась открывающая песня DCR, эмоциональная энергия в зале достигла невероятного уровня. Фанаты кричали еще до того, как участники вернулись на сцену, и многие пользователи сети позже признались, что саундчек изменил ситуацию. С самого начала официальный концерт стал еще более эмоциональным. Казалось, весь стадион уже пережил вместе незабываемые события еще до начала шоу. Когда BTS наконец появились под ослепительными огнями, реакция толпы стала оглушительной. Однако даже во время первых выступлений фанаты продолжали замечать небольшие взаимодействия между Тэхёном и Чингуком, которые мгновенно приводили в неистовый восторг целые секции стадиона. Каждый взгляд, каждая улыбка и каждый момент, когда они стояли рядом, заставляли тысячи телефонов снова взмывать в воздух. Инцидент во время саундчека полностью изменил то, как фанаты теперь смотрели концерт. Каждое движение внезапно стало казаться важным. Тем временем социальные сети за пределами площадки двигались еще быстрее. Фан-аккаунты из разных стран начали перепостить видео с прыжками на Чингуке с драматическими подписями, эмоциональным монтажом и замедленными приближениями, которые делали момент еще более кинематографичным. Некоторые видео были полностью сосредоточены на неожиданном прыжке Тэхёна на Чингука, в то время как другие подчеркивали хаос, происходящий вокруг них после этого. Реакции RM, Джина, Чимина, Джей-Хопа и Шуги стали такими же вирусными, как и сам момент. Многие фанаты начали отмечать, насколько редко можно увидеть такое спонтанное взаимодействие во время саундчека перед тысячами людей. Поскольку репетиции обычно проходят в более расслабленной и менее контролируемой обстановке, чем официальные выступления, фанаты посчитали, что стали свидетелями подлинного момента, который изначально не планировался как столь масштабная тема в интернете. Это чувство сделало всю ситуацию еще более эмоциональной для ARMY, наблюдавших за происходящим со всего мира. На стадионе сами участники выглядели более игривыми на протяжении всего вечера. Несколько фанатов заметили, как RM улыбался всякий раз, когда толпа особенно громко кричала рядом с Тэхёном и Чингуком во время поздних выступлений. Чимин и Джей-Хоп также несколько раз смеялись, когда публика бурно реагировала даже на самые незначительные взаимодействия между ними. Участники явно понимали, что толпа не забыла о том, что произошло во время саундчека, и это осознание только усилило атмосферу, сделав ее одновременно более теплой и хаотичной. По мере продолжения концерта, эмоциональные песни вызывали новую волну реакций по всему залу. В более медленные моменты фанаты, держа в руках светящиеся палочки, тихо подпевали, а на огромных экранах показывали крупные планы участников группы. Однако, несмотря на эмоциональные выступления, в интернете все время возвращались к той же неожиданной сцене, которая произошла ранее в тот день. Видеоролики саундчека распространялись далеко за пределы фандома, и даже обычные зрители стали интересоваться, почему толпа так бурно отреагировала. Некоторые фанаты даже описывали этот момент как идеальное отражение внесценической химии BTS, естественной, игривой и неподдельной. Другие считали, что реакции самих участников доказали, насколько неожиданным это было на самом деле. Сочетание удивления, смеха и переполняющих фанатов эмоций превратило несколько секунд в одну из самых обсуждаемых тем всего концертного уикенда. Спустя несколько часов, после официального окончания концерта и постепенного ухода фанатов со стадиона, волнение все еще не утихло. Группы ARMY, гулявшие на улице, все еще обсуждали взаимодействие Тэхёна и Чингука во время саундчека, пересматривая видео на своих телефонах. Некоторые фанаты выглядели эмоционально истощенными после многочасовых криков, но продолжали улыбаться, обсуждая этот момент снова и снова, словно никто не хотел, чтобы